Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Я с улыбкой сегодня говорю о очень серьезной теме, которая не касается. Это тема наших садов, овощей, грядок, земли. Эта тема касается нашего здоровья, нашего состояния. И очень серьезная тема в связи с тем, что я буду говорить о папилломе, которая была вот у меня здесь. Она здесь, остатки только от нее. И как я дома просто с помощью очень простых вещей избавилась от этого. Ну а до этого у меня было, я сейчас покажу вам картинку, буквально начало лета, еще и середина лета, что у меня было. И я использовала, чего только не использовала, и аптечные препараты, и различные, и кухонные тоже какие-то материалы, то, что советовалось в интернете, но ничего не помогало. И сейчас я вам об этом четко все расскажу и объясню, что я делала, потому что очень у многих эта проблема сегодня есть, и по статистике как раз официальной 80% как раз людей страдает вот этим заболеванием. Вот это фото было сделано в ноябре прошлого года, 2018 года. Это у меня как раз возле глаз папиллома появилась, ей уже было 1,5 года, но вот в этом году уже 2 года она меня беспокоила. Вот посмотрите, у меня это в действительности с левой, а на фото с правой стороны есть эта папиллома. Ну и сразу же после завершения как раз всех процедур, которые я проводила, о которых сейчас расскажу, вот еще вот такое видео было сделано. Посмотрите, вот остатки от нее, вот как раз начала уходить. А вот, посмотрите, вот он, мой помощник. Благодарю тебя, дорогой мой чистотел. Он уже очень старый здесь, но все равно продолжает цвести. Я еще буду пользоваться им в этом месяце. Почему вот именно чистотел? Мне сразу же могут некоторые как раз зрители, кто уже пользовался чистотелом, сказать, что не получается. Вы знаете, я тоже была в отчаянии, когда его использовала просто-напросто. Вот захотелось мне, я увидела как раз видео и взяла и 3 дня намазывала папиллому, но папиллома не только уменьшалась, но еще росла. Вот это чудесное растение чистотел. Нужно сразу же, хочу сделать акцент, должно быть цветущее. Это первое правило и первое требование. Я не использовала аптечные, потому что у меня есть в огороде, да и у каждого. И как, кстати, можно посадить и что сделать, даже сейчас осенью я расскажу в конце видео. Так что наберитесь терпения, досмотрите до конца, потому что терпеть приходилось где-то даже больше 2 лет вот эту бяку на теле, тем более на лице, у моих глаз. Оно все время мне мешало и неприятно было. Так вот, что происходит у нас как раз с положениями Луны. Я сначала искала ответ в созвездиях, в знаках, в которых находится Луна. Бесполезно, это не играет роли. И тогда стала изучать еще раз свои записи и эти записи начала сопоставлять вот с 4 фазами Луны ежемесячными. И очень интересные как раз оказались наблюдения, и вот они-то мне как раз и помогли вот этот последний месяц провести очень хорошо вот это мероприятие, связанное с удалением папилломы. Так вот, что получается? Получается, что вот у нас новолуние. Здесь первый и второй день Гекаты, и когда новолуние уже произошло, Луна родилась, еще 2 дня, 3 и 4 тоже дни Гекаты. Вот в этот период как раз 1 и 2 день, дни новолуния, идет освобождение от всех опытов, от груза, различного груза разных событий, которые были накоплены в течение месяца. Идет сброс энергии. Так как чистотел – это живое тоже существо,
и оно то же самое проходит все фазы, то, естественно, вот то же самое происходит с этим растением. Ну и начинается, вот смотрите, первая фаза Луны, первая четверть, это как раз время стихии Земли, вторая четверть уже еще 7 дней, это уже стихия воды. Вот земля и вода как раз дают возможность вот этому растению набраться максимально, как раз накопить силы, и можно вот эти силы затем использовать. Получается, что растение как раз вот этот период набирает вот эту силу, которая нам будет нужна для того, чтобы справиться с проблемой. И только вот этот момент именно еще, вот, значит, приходит вот это полнолуние, да, сожженный путь полнолуния. И вот в этот момент как раз получается, что вот этот чистотел имеет наибольшую силу. И, кстати, в это же время имеет наибольшую силу эта же папиллома. Она тоже росла, набиралась сил. Вот в этот период, если использовать с неполной силой чистотел, у меня даже получалось, что как будто бы было больше, эта папиллома росла. Воздействие было слабое чистотела на то, что там находилось внутри в этой папилломе. Это все живые организмы, и все это находится под воздействием Луны, никуда не деться от нее. И вот что получается. Я вот именно вот этот период, это период, когда уже расходуется вот эта сила, которая накапливалась. Вот этот момент, здесь тоже очень важно знать, что не в день именно полнолуния, наивысшую точку, нельзя еще начинать, а уже пройдут сутки, и получается, что именно между 3-м и 4-м днем, потому что разное время бывает полнолуние, вот этот период нужно начинать проводить вот эту операцию, которую я вот сейчас вам покажу, как и что я делала. Вот что я делала, еще один рисунок. Вот технически папиллома, чтобы сейчас, кстати, дни перед полнолунием, поэтому я даже не стараюсь каким-то проблемным точкам подносить вот это растение, потому что сейчас идет накопление сил у всего живого, еще этим заниматься нельзя. У вас, кстати, есть время, почему я делаю перед полнолунием, перед этим периодом, когда можно будет сделать это все, начинать этот период, причем это будет, сразу же скажу, не 3 дня, как все рассказывают, это не сказочное решение, а это будет труд. Но давайте, это будет чуть позже, рассмотрим. Я хочу показать как раз, как нужно делать это все. Вот она, папиллома в разрезе, я себе вот так нарисовала. Вот выбираем этот день после полнолуния, 1-й или 2-й после полнолуния. И вот этот день я беру, лучше это сделать вечером. Если вы на работе или куда-то вам надо идти, естественно, вы утром не можете это сделать. Если же вы можете и утром, значит тогда каждое утро. Но снова же это не очень приятно, если это на лице. Если на теле, все равно будет вытираться, поэтому самое лучшее это вечернее время. Как раз организм отдыхает, и чистотел в полную силу себя проявляет и занимается очень важной работой. Так вот, если эта папиллома находится вот у меня у глаза, для того, чтобы в глаз вот этот сок не попал, я вокруг, не доходя до самой папилломы, аккуратненько детским кремом смазывала вот это тело. Далее, вот что я делаю? Именно в момент смазала тело и беру, выламываю свеженький кусочек с цветочком, вот это место. И вот этой частью, видите, тут появляется вот такой сок, на белом видно, вот этот сок такого оранжевого цвета. И вот этим самой веточкой аккуратненько беру и смазываю вот отсюда все вот это папиллому всю.
1-2 раза. Если мало сока, я, кстати, и особо поливать нельзя растения, поливаем, то где-то я 2 раза всего-навсего за 2 недели полила чистотел, хотя засуха, вот именно в таком состоянии он наиболее эффективен. Не хватило этого сока, тогда берете, отрываете, снова же к цветочку ближе, отрываете снова листик, и вот следующее, да, вот соединение в растении, и вот этим дальше снова же мажете. Вы увидите именно, как оно темнеет, темно-зеленым становится вот это покрытие, все высохло аккуратненько. Вот эти, если это в другом месте, вы смазали очень хорошо вот этим соком чистотела, цветущего чистотела, и затем оно высыхает. До утра вы его не трогаете. Там идет интенсивная работа. Вначале я даже чувствовала там вот движение какое-то внутри, потому что, видимо, первые особенно дни. Даже сложно было, ну, чувствуешь, потому что спать, когда спишь, засыпаешь, и там начинается какое-то движение, то есть началась активная работа. Вот именно чистотел вот таким образом работает. Затем, это не решится задача за 3 дня, как все рассказывают, эта задача решается в течение большего периода. Вот смотрите, я просто свой пример расписала, как я это делала и показываю. Смотрите, было в августе месяце у нас полнолуние 15-го в 15:30. Ну, это где-то вот в этом периоде. Значит, 15 числа как раз полнолуние я пропускаю. 16-го в 15 с минутами было уже сутки. Вот это как раз сожженный путь первый день вот этого периода. Еще раз возвращаюсь вот сюда. Вот это был первый как раз после полнолуния. Вот. И вот в период, вот этот период, это то ли вечер, то ли утро, снова же выбираете сами. Мне удобно было это вечером. И вот я 16-го, это как раз выпало в этот период, вечером, это уже вторые сутки были сожженного пути полнолуния, вечером как раз вот эту процедуру провела. 17-го снова вечером, 18-го вечером, 19-го вечером. Сильно жарко было, время потное, поэтому я днем не использовала. Ну и, естественно, для кожи я так думала, что это будет плохо, но никаких проблем не было. Затем 20-го я попробовала и утром, и вечером. Дважды там как раз была возможность под кондиционером и находилась, и можно было вот в сухом виде находилась вот этот сок чистотела. 21-го, 22-го тоже только вечером, а 23-го это был как раз момент перехода из 3-й в 4-ю фазу Луны. Замечательное время, это стрессовая ситуация для всего, и стрессовая ситуация вот для этого вредителя, который находится внутри. По-другому я его не называю, это еще мягко сказано. Так вот, как раз я и утром, и вечером провела здесь обмазывание вот соком вот этого чистотела. Затем 24, 25, 26, 27, 28 и 29 вечером, 29 вечером, это было как раз перед новолунием, я провела как раз последнее вот это смазывание соком чистотела. Ну и после этого, перед как раз новолунием, и уже само новолуние, вот эта папиллома, оказалось, что она вообще выросла и очень, еще больше. Но я продолжала все-таки верить в то, что все получится. По крайней мере, я уже чувствовала, что меня не беспокоит там внутри ничего. Вот. И как раз вот были съемки, сделаны уже видео после того, как у меня где-то прошло 2-3 дня после вот этого новолуния начался рост Луны. И я уже ощутила, что да, эта папиллома, во-первых, уже не твердая, какая она была как раз в период смазывания, и она как-то начала уменьшаться. И я пришла к выводу, что вот этот период как раз убывающей Луны, замечательное время, вот этот цветок чистотел сработал отлично, он как раз был полон сил, и вот этот период
отдавал эти силы и боролся, выполнял мою программу уничтожения вот этого образования на теле, неприятного образования на теле. Вот поэтому, если еще что-то будет оставаться, вот сейчас хочу, чтобы вы поняли, что вот это не одномоментный, даже не 3 дня, а может даже у кого, если запущенный вариант, то придется еще ждать следующего периода полнолуния. Вот я думаю попробовать еще, если еще какие-то остатки будут. У меня уже оно практически почти исчезло. Вот. Но вот это место можно еще продолжить. Как раз закончили вот как раз перед новолунием вот это обмазывание, эту процедуру. Затем отдыхаем 14 дней. И можно уже вот сейчас, после полнолуния, снова же вот этот период, как раз между 3-м и 4-м днем, как раз сожженный путь полнолуния, снова же продолжить эту работу. Это очень важно, вот эти периоды, вот эта работа, это труд, это большой труд. И если мы хотим избавиться от папилломы, восстановить как раз чистоту своего тела, то, естественно, и верить в это надо, и трудиться. Потому что вот именно вот этот период, 3-я и 4-я фаза Луны, супер время для того, чтобы избавиться от папилломы. Вот такие важные как раз моменты я хотела с вами поделиться. Конечно, мне это стоило 2 лет, это точно, испытаний различных, поисков информации, поисков как раз ответа на этот вопрос. Я еще раз хочу сказать, что вот нужно запомнить еще один момент, кроме того, что это 14 дней будет уже после полнолуния, нужно обязательно цветущее растение чистотела. То, что показывают, рассказывают, что просто вырвал листик и смазал, это не будет тот результат. Именно вот этот момент цветения наибольше эффективно, как раз вот эти все вещества, которые находятся в чистотеле. Это первое правило. Далее, каждый день свежая новая веточка. Не надо рвать все растение, свежую веточку берем. И утром еще вечером вы смазали, и для того, чтобы было безопасно, в данном случае у меня был рядышком глаз, и чтобы не попали туда соки чистотела, я аккуратненько влажной салфеточкой вытирала это место не водой, потому что будет печь, ну и неприятные вещи. И еще один момент я хочу вам, прежде чем показать уже само растение, как можно сейчас осенью себе запастись вот этим растением, хочу вот подсказать вам, какие дни лучше вот сделать это в сентябре. В сентябре, вот смотрите, у нас полнолуние 14 сентября, 15 у нас уже утром будет как раз первый день как раз Гекаты после, это не день Гекаты, а называется сожженный путь. Полнолуние будет первые сутки, и вторые сутки можно вот 15-го вечером как раз начинать. То есть это уже очень близко. Начинать вот эту процедуру. Как раз будет растение полно этих сил. И как раз 14 дней будет к моменту до новолуния. Новолуние 28 сентября будет. Поэтому 27 вечером можно завершить вот эту важную операцию с телом, натиранием вот этим соком чистотела папиллом. Это будет 1 или 2, неважно, но это вот как раз хорошо вот провести сейчас вот эти мероприятия. И уже, если это свежие папилломы, то это быстрее будет. Но у меня 2-годичные, так что посмотрю, практически почти ничего не осталось, но вот есть еще остатки, посмотрим. Буду продолжать это делать, пока полностью не увижу исчезновения даже места, где была папиллома. Ну а сейчас я пойду и покажу вам, как можно вот это растение, каким образом можно его сохранить для того, чтобы в ближайшие месяцы иметь еще вот это растение помощником.
впереди холода, и в некоторых регионах уже совсем холодно, но чистотел имеет особенность, что он выдерживает, конечно, и понижение температуры, но, естественно, немножко болеет. Что можно сейчас сделать? Сейчас можно взять горшок и с большим комом земли выкопать чистотел молодой. Естественно, потихонечку сегодня вечером можно это сделать, полить его и не сильно заливайте. И на окошко его переставить. Вначале не солнечное, потому что резкий переход и помещение это будет болезненно для растения. Но вот если есть такая возможность, это уже будет позже. Это растение будет служить вам, как раз оно зацветет, я думаю, что в октябре месяце. Вот можно для октября себе вот такое растение, рассаду сделать. А сейчас можно даже, если есть возможность, южане имеют такую возможность, еще пользоваться этот месяц спокойно цветущими растениями чистотела. Если же нет возможности, допустим, находиться на даче, или нет возможности доступа к растениям каждый день, должно быть свежий вот этот кусочек веточки, в таком случае просто-напросто выкопать с большим комом земли вот весь куст, который начинает цвести, или даже этот, и этот куст посадить в большое ведро или горшок. Вам будет достаточно одного растения, чтобы оно целый месяц потом отцветает, можно будет еще и даже, допустим, оборвать, и пойдут пасынки. Из пасынков будет снова же веточка будет расти. Вот здесь, видите, у меня я оборвала веточку, вот, и пасынок пошел. Так что это растение может служить еще и до Нового года, и приятно будет, и красиво на окошке. Вот таким образом можно пересадить. Если это сегодня невозможно сделать, то можно сделать уже на убывающей луне. Можно молоденькое растение посадить, а можно вот такое уже перед цветением цветущее, но большой ком земли нужно обязательно взять с этим растением. И оно вам послужит очень хорошо и поможет вам решить задачу именно с этим неприятным инородным телом на нашем теле. Ну что ж, я с вами поделилась всеми простыми способами, что я делаю. Рассказала буквально все по мелочам, разобрала по мелочам. Почему? Потому что это очень важно для того, чтобы сделать пошагово все нужные манипуляции для того, чтобы очиститься от папилломы. Желаю вам тоже, если есть проблема, решить эту проблему легко и просто. И желаю вам здоровья, удачи, только с хорошим настроением, со здоровым как раз телом и хорошим настроением можно идти в сад, можно работать в теплице и получать хороший урожай. Пока-пока!